А вот и долгожданный конец сюжета в Sons of the Forest. Остановились мы, имея в руках акваланг и трассометр, а ведь не хватает еще моря других деталей, поэтому заканчиваем весь сюжет, погнали. Новая важнейшая пещера нас уже ждет, а значит мы уже сели поудобнее и готовы лицезреть весь этот путь. Она же является одной из основных дорог по бункерам, без которых не выйдет пройти игру. Потому что именно здесь мы находим ту самую долгожданную лопату. Признаться, пока доберешься до нее, ненароком подумаешь, что играешь в Half-Life 3 «Путь к монтировке». И у нас уже почти все есть, не хватает только ее. В каждой пещере сначала происходит небольшая эмоциональная подготовка игрока к тем вредителям и к тому сущему, что в них обитает. Здесь нам нужен трассометр и акваланг. И они у нас имеются. Продолжаем. Почти весь путь по пещерам можно пройти по стелсу, быстро и никого не трогая. Но нас здесь будут поджидать около 10 слепней и пару невыспавшихся рабочих. Затем снова большая локация, в ней будут аксессуар к фонарю, подтверждение нахождения вас в техническом бункере, пара головоплечежопок, пара парноспаренных. Лучше просто обойти и не играть в последнего самурая или спартанца, потому что на пути снова парноспаренные и их дети. А за ними снова водоем. К ним я уже отношусь достаточно спокойно, потому что в этих водоемах вам никто не встретится. Иначе это был бы хоррор, эдак всем хоррором хоррор. В общем, я привык, и вы привыкнете. Затем, после водоема несколько слепней, головоплечежопка и карапузы. Здесь конец пещеры, вы увидите ту долгожданную лопату и огромный раскопанный бункер. Берем лопату и бежим, что есть сил, в обратном направлении. И после тех двух бедолаг за Бургер Кинга выползет очередной червяк, которого также следует взорвать, иначе вам не выбраться. Затем спокойно и безо всяких проблем пробегаем через орду карапузов и финалим сюжетную лопату, выбегая из пещеры. Дальше на заметку можно взять, что во всех раскопках можно найти что-нибудь интересное, но вернемся к сюжету. На самом деле, вас везде будут сопровождать зоны интереса. Эти знаки будут вашими точками к окончанию сюжета. Первая — ключ-карта. Чтобы ее достать, мне нужно было оказаться на этой точке с рыбой, лопатой и Вирджинией. Вам достаточно иметь при себе лопату. И координаты бункера. После раскопок попадаем в большой коридор и апартаменты к очередному богатому члену компании Пуфтонов Карлу Плантеру. Здесь же будут снайперский прицел, бумага от Хента про цветочное мероприятие мистера Пуфтона, сама ключ-карта Карла, которая нам и нужна, пластинка и 3D принтер. Дальше сохранитесь, и в ванной вы найдете того самого Карла. Возьмите свежую книгу и можете возвращаться обратно, либо пройти через небольшую орду карапузов и приобрести себе ничего. Так или иначе, ключ-карта у нас есть. Выбираемся из апартаментов Карла и бежим на следующую точку интереса. Она находится здесь, тот самый бункер, он же жилой бункер, где мы найдем ключ-карту нашей Вирджинии Пуфтон, являющейся единственным более-менее адекватно пережившим семейную вакцину членом семьи Пуфтон, расследованием которой мы и занимаемся. На пути ждет большой красивый коридор с растениями, несколько карапузов, арбалет качественной работы и немного растишки. Далее снова зона с плантациями, болты и головоплечежопка, затем немного водных приключений и комната слева, в которую нам необходимо заплыть, чтобы добраться до камер видеонаблюдения и карточки той самой Вирджинии Пуфтон. Вторая ключ-карта у нас. Камера можно лицезреть как при тестировании средства все участвующие по очереди превращаются в непонятно что, и тут нам приходит осознание того, кто все эти пещерные существа. С помощью ключ-карты Вирджинии проходим в дверь и наблюдаем то, что осталось после всего происходящего здесь.
А конкретнее, вот мы и нашли семью Хуфтон и почти в полном составе, ведь Вирджиния сейчас на острове. Вот что случилось с ними и до какого результата все дошло на их же собственном примере. Убиваются они просто, достаточно вернуться к двери и завершить их дело. В самом помещении мы увидим, во что в итоге превратились другие интеллектуалы этой игры, и сделать свои выводы. Со стола обязательно возьмите таблички Барбары и Эдварда Пуфтон для подтверждения. И отправляемся в тот же водоем, куда убежал наш первостепенный враг. Не стоит переживать, в воде вам ничего страшного не повстречается. Выплываем и встречаем несколько слепней на пути, можно пройти их по стелсу. И спокойно выбираемся из сюжетной пещеры. Далее, следующая точка интереса. Но перед ней давайте забредем к одному из наших GPS-друзей. Последний человек, для которого нам нужна лопата. Забираем у него дробовик с GPS-маячком, запускаем свои корни в пещеру к местным жителям. Эту пещеру найти проще всего, используем ключ-карту и заходим в прекрасное помещение, где нас будут ждать местных монстров в виде карапузов, глупых слепней, охраняющих спортивный костюм Вирджинии. Затем за барной стойкой у нас примет заказ голова плечежопка, за ней будет еще одна, и возле выхода нас будет поджидать склеенная пара. Она не доставит вам проблем, если подобрать к ней правильный подход. Далее поднимаемся наверх, где нас уже ждет гитара и интересная картина с солистом неизвестной рок-группы, который погрузился в свой жанр с головой. Наглядный пример музыканта, треки которого зайдут вам по самые гланды. Продолжаем. Здесь же мы должны найти толпу уважаемых ребят на столе, у которых будет еще одна ключ-карта. Используем карту и подтверждаем, что находимся в техническом бункере Б. После чего выходим из помещения с одиноким музыкантом, и слева будет одна дверь. Можно пройти по стелсу и попасть в темное помещение, где нас уже ждет голова-плечежопка с карапузами. Мы забираем бензопилу у товарища по сюжету и можем лицезреть на телевизоре ту самую важную часть нашего прохождения. То, что должны знать игроки в прохождении этой игры. Welcome to Hollow Springs, a safe underground community for a select few. Built by visionary billionaire Edward Puffton, Hollow Springs offers unparalleled comfort and luxury. The island is rich in a special material known as solophyte. This material contains unique anti-aging properties. Ancient texts describe a cube constructed from this material. According to these texts, the cube activates at specific, previously unknown intervals. Recently, our researchers have deciphered its activation cycle and anticipate the activation will amplify the youth-giving properties of the solophyte. Reset your body and yourself. Time is running out. Book your place now. На этом история бункера заканчивается, и мы выбираемся из этой пещеры к следующей точке интереса. Бонусом будет видеоролик у солдат в этом же бункере о том, что творили люди на этом островке с местным населением. На следующей точке интереса нас ожидает краснокожий бабуин, смотрящий одиноким взглядом вдаль и мечтая о хорошем будущем. Не будем же его прерывать и откапываем новую точку сюжета. Здесь нас ждет снова длинный коридор и комната с подтверждением технического бункера С и глушителем. Также будет 3D принтер, комната, где мы можем сохраниться, и в ней мы можем найти идеальный лук с еще одним владельцем помещения в ванной. Сильно разработчики любят ванные комнаты в хоррорах использовать. Больше нас здесь ничего не ожидает, и мы отправляемся в следующую точку интереса. Кстати, возле бункера водятся лоси, если вы собираете их коллекцию. И мне удалось найти аэроплан Фореста. Далее добираемся до точки интереса и входим в пещеру, где используем следующую ключ-карту и открываем новую сюжетную дверь. Get down, son!
Эх, незадача, спойлер, не живы. Причем все. Выходит, от червя никакого толку не было. Бессмысленная смерть. Нас ждут и головоплечежопки, и слепни, и карапузы. Всех можно пройти по стелсу и не беспокоиться за свой хитпоинт. Нам нужно добраться до точки с компьютерами и отключить защиту на основной последней сюжетной дверке. Да, и еще одно. Демон. Новый вид островных монстров, с которым вам придется столкнуться. Ковырять их своими топориками придется очень долго. Затем нас ждет вход к пациентам, и на лице одного из них вы можете найти золотую маску и очередную видеозапись с приключениями. Здесь же еще одна головоплечежопка, от которой лучше избавиться, и выход из данной пещеры. Выйдя из данной пещеры, вы услышите полет вертолета, намекающий на окончание игры. Но перед этим нас ждет еще одна точка, она же сюжетная. У меня ее на карте нет по единственной причине. Нет золотой брони. Но я несколько десятков раз ее приобретал. Если у вас возникнут вопросы, где ее взять, пишите в комментариях. Ну, а мы продолжаем. Контрольная и последняя точка находится здесь. И дверь, как вы можете лицезреть, уже открыта. Ее мы и открывали в последнем бункере. Запаситесь оружием и всем, что только сможете пронести в нее. Особенно не забудьте золотую броню и крест. В ней вы наткнетесь на интересный подарок вам от разработчиков, которые довольны тем, что вы нашли все ответы на все сюжетные вопросы. Продолжаем путь и попадаем также к Святоши. Будет очень много демонов. Возле них на стойке будет лежать крест, который нам пригодится в прохождении пещеры, и также недостающие видеозаписи с острова. Просто следуйте по маршруту в перемотке и лицезрейте, как конкретно проходился мной главный демон в игре перед последним сюжетным монстром. После многочисленных пукано-разрывающих попыток я пришел впритык к товарищу и выходу. И демон просто вбил меня в текстуру, из которой достать меня почти невозможно. Так он и создал сам завершение подземной карьеры, после чего нас ждет сюжетная концовка, при которой и Вирджиния, и Кельвин живы и здоровы.
И да, в защиту Кельвина могу сказать, что теперь разработчики обновили несколько моментов в игре, а в том числе и нашего Кельвина. Усовершенствовали его и сделали лучше в помощи для нас. Это стало очень приятным сюрпризом и вообще бонусом для игроков. Ведь теперь он будет и следить за вашей базой, и помогать вам восстанавливать ловушки, помогать в строительстве, помогать в прохождении. Спасибо им за эти моменты. В конце сюжетного пути я осознал всю сюжетную дорогу от начала и до конца. И с учетом того, что игра может и в раннем доступе, я надеюсь на ее продолжение. Сюжетный босс-файт также должным образом проходим и получаем последнюю сюжетную концовку. Прилетает наш вертолет и дает нам на выбор два варианта. Остаться на острове, взяв сумку обратно. С вами останется и Вирджиния, и Кельвин. Ведь без них все равно будет очень скучно. Либо улететь со всеми на вертолете и раскрыть все тайны семьи Пуфтон. Лишь один момент мне пока не понятен. Да, это продолжение Фореста, но в Форесте был огромный артефакт, сбивающий самолеты. По какой причине рухнул вертолет, пишите в комментах, если знаете ответ на этот вопрос. А я пока прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и пока.